Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». Я таролог и коуч по саморазвитию. Часто меня спрашивают, что же это такое коуч по саморазвитию. Это я помогаю людям изменить то, что они могут изменить. А изменить мы можем мысли. Меняя мысли, мы меняем свое отношение к людям, к ситуациям, к событиям и, соответственно, меняем то, что с нами происходит. Вот это то, чем я занимаюсь и то, в чем я помогаю. Сегодня, как и каждую неделю, самое основное в ближайшую неделю сейчас это стихия вода, знаки зодиака раки, скорпионы и рыбы. Как всегда, помните про акцендент. Акцендент, да, влияет на ваше состояние, соответственно, на ваши мысли и так далее. Причины, следствия. Сегодня будет немножечко расклад сделан по-другому. Первое, что я сейчас сделаю, загадывайте желание, я выложу по одной карте с колоды «Ангельская терапия» как совет и на исполнение желания. Потом я выложу не по одной, а по 3 карты на каждый знак зодиака. Загадывайте желание, положу под каждый знак зодиака, пусть набирается вашей энергии. 3 карты, потому что мне писали, говорили, что слишком коротко. Я попробую сегодня сделать на 3 картах. Конечно, скорее всего, будет более обширное описание. Ну, попробуем, посмотрим, и вы уже в ваших комментариях напишите, как вам нравится больше. Больше ли вам нравится по одной карте или по 3 карты. И уже в зависимости от ваших комментариев я буду смотреть, как же делать расклады дальше. Сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная, высшие силы, Господь, космос. Каждый из нас верит во что-то свое. И то, во что мы верим, то нам и помогает. Поэтому каждый из вас обращается к кому-то своему. Совет один на стихию, а так по 3 карты на каждый знак зодиака. Ну что, надеюсь, вы улыбаетесь. Начинаю я со знака зодиака Рак. И мы сейчас посмотрим, что же нам скажет карты на ближайшую неделю. Ну что, мои дорогие, в ближайшую неделю будет поиск. Будете искать ответы на интересующие вас вопросы, и будут ситуации, в которых вам надо будет от чего-то освобождаться для того, чтобы был успех, для того, чтобы все спорилось. Первое и самое яркое, что я вижу, придется избавляться от чего-то или на работе, или в бизнесе по той простой причине, что только освобождение от чего-то и принесет вам ответ на вопрос и продвижение. Если говорить об отношениях, будут какие-то задачи, связанные с межличностными отношениями. Это может быть пара, это могут быть родственники, родные, близкие, это могут быть просто друзья. И только освободившись от чего-то, вы можете решить эту проблему, которая стоит между вами.
Освободиться от чего-то — это, скорее всего, обида, раздражение, злость, потому что этого будет с лихвой у некоторых из вас в ближайшую неделю, поэтому придется от этого вам избавляться для того, чтобы можно было продуктивно и помириться, ведь я вижу, что некоторые из вас таким образом смогут помириться. Для других вы сможете избежать скандалов, избежать раздражения, избежать криков. И самое интересное, что все, и работа, карьера, бизнес, и отношения, над всем этим вам надо будет скрупулезно работать в ближайшую неделю. Для здоровья, смотрите, здоровье по этой карте да, хорошее, нормальное. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, простите уже кто-то из вас, это вот я повторила за вами, не люблю я слово проблемы. Есть какие-то проблемы со здоровьем, тут нужно своего рода очищение. Очищение от болезни. Что значит очищение? Кроме того, что предписание врача выполнять, еще и очищать действительно свое сознание, подсознание от негативных мыслей. Ваш настрой. Очень важен ваш настрой. И, соответственно, именно очищение вашего внутреннего состояния и поможет выздоровлению. Поэтому ищите, очищайтесь, работайте, все в ваших руках. Вот что рассказали карты о знаке зодиака Рак. А теперь Скорпионы. Смотрим, что же нам. Ну, я хочу сказать, на пути к достижению чего-то вы очень устанете. У вас не совсем правильный подход на сегодняшний день на пути к достижению ваших целей. Вы вместо того, чтобы брать из прошлого все самое интересное, все самое лучшее, все самое счастливое, базируете все на своем прошлом нелегком опыте. И, соответственно, вы наступаете на те же грабли, мои дорогие скорпионы. По крайней мере, это то, что хочет с вами произойти в ближайшую неделю. Есть женщина из прошлого, которая может вам помочь, но у вас были очень нелегкие отношения с ней в прошлом. И, насколько я понимаю, общение было прервано в какой-то момент, и на сегодняшний день вам тяжело поверить, что от этой женщины может прийти помощь. Но из того, что я вижу здесь, ее совет может сделать какую-то задачу легче и легче ее решение. Ну, а также могу сказать, что все двигается, если не по плану, то к улучшению. Единственное, что по тем картам, что я здесь вижу, вы сами ставите себе капканы. Вы или слишком много присматриваетесь к деталям, и, соответственно, вы прокрастинируете, или вы берете на себя слишком много и, соответственно, не все успеваете и очень устаете. А ваша усталость приводит и к раздражению, и иногда, знаете, как бросаете вещи на полпути. Бросаете решение задач, бросаете достижения даже не на полпути, а иногда даже в шаге от победы. Вот так я это вижу. Что с этим делать? Решать только вам. На чем базировать ваши решения, я вам уже сказала. Как лучше подходить ко всему, я вам тоже сказала. Но самое главное, что в ваших руках действительно прийти к тому, чего вы желаете. Только это возьмет немножко больше, чем вы бы хотели.
Вот такая неделя у скорпионов. Если говорить о здоровье, вы слишком зациклились на болезни. И ваша зацикленность на болезни и, опять же, опирание на прошлый опыт, связанный с похожими заболеваниями, не дает вам быстро выздороветь. То, опять же, все же зависит от вашего настроя. Для тех, кого интересует, вот может появиться женщина из прошлого, я говорила, это также может быть бывшая жена, бывшая возлюбленная, но нелегко вам будет с ней общаться, но опять же, по карте звезда, она слишком далека от вас уже на сегодняшний день, эта женщина, и захотите ли вы с ней общаться или нет, ну, выбор действительно ваш. Смотрим рыбы. Посмотрим, что же для рыбок, что же для нас. Но я вам хочу сказать, идет прекрасная, даже можно сказать, переломная неделя. Очень уверенные действия вы будете производить. Вот так у меня, извините, я, наверное, высказалась, но у вас будут очень уверенные действия. Вы будете уверены в том, что вы делаете. Идет улучшение, идут прорывы, по крайней мере, в финансовой сфере, так уж точно. Для некоторых из вас вы на пороге или планирования отпуска, или уже спланирован отпуск, и вы в самое ближайшее время, даже может быть и в следующую неделю, уедете в этот отпуск для некоторых из вас. Здесь у вас идет приход денег. По этой карте, знаете, как говорят, это даже может быть неожиданный приход денег, когда вы получаете что-то. Вот даже по вот этой карте, по этим 3 картам, я могу сказать, попробуйте сыграть в лотерею. Я не говорю на 100%, но карты идут в фавор к тому, что да, можно изменить свою жизнь приходом денег. Поэтому попробуйте. Слушайте, пару долларов это, ну я не знаю, в других странах. В Канаде это пару долларов, и они жизнь не меняют, именно эти деньги, но изменить будущее могут. Также могу сказать, что некоторые из вас будут встречаться с женщиной, ну это императрица, это женщина, которая... Возраст и внешность я не могу описать, я только могу сказать, что позиция этой женщины в обществе, в компании, в какой-то организации довольно-таки высока, и могу сказать, что она может помочь для тех, кого интересует, принести финансовые улучшения, финансовые изменения. Может, некоторые из вас ищут работу, и, соответственно, она сможет помочь, она может быть даже хозяйкой компании, в которой вы сможете получить финансовый скачок и, соответственно, перемены, которые бы вы хотели получить. В личных отношениях, я говорю, все тут получается, что изменений никаких не будет. Но из того, что я вижу здесь, будет присутствовать именно дух приключений в вашей неделе, дух скрепления семьи и дух, что ваша семья прекрасна, потому что императрица – это также карта матери, это соединение семьи. Так что принимайте перемены, принимайте улучшения и, конечно же, уверенность в себе тоже принимайте. Вот что у нас получилось по 3 картам, прогноз на неделю, самое основное. Ну что, у меня, вот простите, вдруг вылетело из головы,
Совет на неделю для всей стихии. Для всей стихии совет не бороться с прошлым, принять его, поблагодарить и отпустить. Также, если вы будете воевать с деталями в каждом проекте, то вы далеко не продвинетесь. Есть такие вещи, которые надо принимать менее детально и легче. Тогда все у вас будет прекрасно. Ну и 3 карты на исполнение желаний. Давайте же мы посмотрим советы от ангельской терапии и, соответственно, исполнится, не исполнится. Скорее всего, карта скажет, что сделать для того, чтобы исполнилось. Первое, что я хочу сказать. Медиум. Первое. Для раков. Медиум. У вас есть природные способности связываться с близкими людьми, которых уже нет. Смотрите, эта карта говорит о том, что не забывайте родных и близких. Высказывайте им свое уважение. А также я хочу сказать, что родные и близкие могут иногда помочь в исполнении желания. У вас и также, так как эта карта медиум, она еще говорит о том, что у вас есть, кстати, у водных знаков очень развитая интуиция, поэтому это тоже очень в тему. И говорит это о том, что вы при правильном подходе к своей интуиции можете при помощи интуиции менять все, что вы хотите. Скорпионы. Смотрим. Ушные чакры. Уделите внимание посланиям, которые возникают, как звуки музыки и слова из окружающего мира, а также внутренний голос. Эти послания – ответы на ваши молитвы. Прислушивайтесь к своей интуиции. Ваша интуиция и знаки Вселенной покажут вам самый быстрый и легкий способ достижения вашей цели и исполнения вашего желания. Ну и рыбы, давайте посмотрим, что же вам посоветует ангельская терапия. Вишудея. Ангелы помогают вам говорить правду с любовью. Ваше желание должно быть экологично. Помните об этом. И если вы выражаете любовь к миру, к людям, именно чувствуете ее, не просто выражаете, а чувствуете и делитесь ею, вот эта любовь, которой вы делитесь, она возвращается к вам во многократном размере. Это же бумеранг. И вот это возвращение и повлечет за собой исполнение вашего желания. Помните, ваш мир начинается с вас. Любите ваш мир, и он будет заботиться о вас и любить вас. Вот такие интересные советы. Да, немножко не классически отвечает ангельская терапия, но, насколько я понимаю, ангельская терапия дает те советы, которые требует ваша энергетика. Ну что, мои дорогие, на сегодня все. Я желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, практики и настрои, прогнозы. Ставьте лайк. Это не только ваша благодарность, это, можно сказать, ваша плата за то, что я делаю расклады и за то, что я делюсь с вами своей позитивной энергией. Поэтому и лайк помогает продвигать видео. Комментарии и лайки помогают продвигать видео и продвигать канал. И я буду благодарна вам, если вы мне в этом поможете. На сегодня все.
С вами была Женя. Увидимся завтра. Люблю вас, мои дорогие. Пока!